Ну, все началось с того, что я проснулся. Я обычно просыпаюсь очень рано утром, даже по выходным, потому что я начинаю свой рабочий день, именно рабочий, в 6 утра я уже на работе. И поэтому в 6 я уже был на ногах, хотел пойти заварить себе кофе и запустить своего кота домой. То есть я встал, вышел из своей комнаты, открыл дверь, чтобы позвать кота, и я уже услышал какие-то голоса на арабском. То есть это было где-то 6:10, 6:15, я уже слышал внутри кибуца голоса на арабском, но я не придал этому значения, потому что у нас есть рабочие палестинцы, которые строят и мамады, и делают ремонты в домах. И, к сожалению, мой кот не пришел домой, я закрыл дверь, и там спустя вот буквально пару минут я начал слышать ракетные тревоги. И был очень массированный обстрел. То есть к обычным ракетным тревогам мы привыкли, но вот это прям был очень массивный, который не прекращался, мне кажется, на протяжении где-то получаса. То есть сирены не прекращались, и в какой-то момент где-то в 6:40 я услышал выстрелы из автоматического оружия. То есть, потому что я знаю, что такого у нас быть не должно никак. Я сразу позвонил в нашему отцу, чтобы спросить, все ли нормально. И я услышал ответ, что, скорее всего, есть террористы, которые проникли на территорию кибуца и вообще на территорию нашего муниципалитета, и что они об этом знают, и просто закрываться в защищенных комнатах, закрыть все дома и прятаться, и ожидать дальнейших, то есть, указаний. Первым делом первое, что мне пришло в голову, это именно закрыть двери и пододвинуть диваны к двери, чтобы никто не зашел на случай чего, потому что двери, они такие довольно старые, и пинком их очень легко сломать и зайти. Поэтому я пододвинул, я помню, тумбочку и диваны, чтобы закрыть именно дверь. И потом я побежал в сторону защищенной комнаты, в сторону мамада, и как раз тогда я услышал, как кто-то стрельнул именно в районе моего дома. Просто начали стрелять по окнам, и вот они прострелили окна, мои тоже, и я даже немножко был ранен в ногу от стекол, по которым я пробежался. Но так как у меня есть специализация медика, я бывшим медиком был, волонтером, я смог вытащить окна в мамаде уже и залатать себе ногу. И после этого вот начались вот эти вот 13 часов, 13 страшных часов. У нас еще есть группа, которая именно у нас, в нашем районе, когда мы проверяем, кто дома и все ли в порядке. Последнее, мне кажется, такое сообщение было около 10 утра, когда мы проверяли, и с тех пор я потерял связь со всеми своими соседями, которые, к сожалению, были жестоко убиты именно в моем районе. Но то, что именно запомнилось мне больше всего, это где-то часов в 11, в 12, когда ты понимаешь, что армии нету и никто не приходит тебя спасать, ты теряешь надежду. То есть, если поначалу ты еще как-то держал ручку мамада и стоял, то ты именно теряешь вот эту вот надежду, что кто-то придет тебя спасать. Ты понимаешь, что это почти по всем кибуцам, что пока армия дойдет до тебя, это, скорее всего, будет очень долго. И я просто лег и начал писать сообщения своим родным и близким, что я с ними прощаюсь, что я их очень люблю. И в какой-то момент я просто вырубился даже на час. Некоторые мои соседи и друзья даже подумали, что я умер, что меня уже тоже подстрелили, потому что я уже слышал из дома справа стрельбу из дома моих соседей. У них там 2 маленьких ребенка и жена. То есть и мама их были дома одни. И с другой стороны мой второй сосед, и тоже из его дома я слышал выстрелы. И я уже прям понимал, что вот это все, и сейчас они придут и за мной. Но, честно, я не понимаю и не знаю, как. Все эти 13 часов ко мне ни один террорист не зашел домой. Хотя они были во всех домах, которые именно окружают именно территорию моих домов. Прям во все заходили. Но каким-то чудом мне удалось выжить. Я зашел в мамад где-то в 6:35 и вышел где-то около 7:40, только солдаты пришли.
То есть вот облегчение настоящее было это где-то часов 5, когда услышал, что в кибуце работает танк. И я понимал, что танк, что они не могут управлять танком, они, чисто теоретически, они даже не знают, как это делать, скорее всего, террористы. Поэтому я понял, что армия уже внутри. И немножко полегчало, немножко расслабились. Даже в какой-то момент я попросил разрешения у девушки, которая занималась всей вот этой операцией. У нас есть девушка, которая координирует армию внутри кибуца. Я попросил у нее разрешения, чтобы выйти попить, потому что на тот момент я уже был более 10 часов без воды. Внутри мамада, который был очень душным, без воздуха, без воды. И потому что она знала, где примерно находятся группы террористов, она мне сказала: сейчас у тебя, скорее всего, все спокойно, быстро пригнись и принеси себе воды. И вот буквально за пару секунд я сбегал, взял себе воды и вернулся обратно. Ну, в какой-то момент это просто все превратилось просто в кашу, потому что ты не понимал, типа, уже сколько времени не прошло и что происходит, и это просто было повсюду взрывы, повсюду крики, повсюду плач. То есть это не передать словами, что там было. Запах пороха повсюду, то, что они стреляют по окну металлическому твоего мамада, чтобы проверить, есть ли там кто-то. Я чувствую себя здесь в безопасности, да. Да, тут я чувствую себя в безопасности, хоть мне до сих пор сложно есть и спать от всего, что мы пережили, но именно в части безопасности я вижу, что тут есть армия, я вижу, что тут есть люди с оружием, которые нас защищают. Так что именно по поводу безопасности, да, я бы сказал, что чувствую себя тут спокойно в безопасности. Вопрос, который волнует меня именно на данный момент больше всего, это что будет дальше, когда мы сможем вернуться в свои дома и что вообще с нашими домами, чем можно помочь, то есть людям, которые мои соседи и люди с моего кибуца. Но вот именно вопрос, который волнует меня больше всего, это что будет дальше. То есть никто не знает, сколько это будет продолжаться, сможем ли вообще вернуться туда. То есть я лично даже не знаю, смогу ли я вернуться в свой дом и чувствовать себя там в безопасности. То есть даже если тут сейчас будет война, которая будет идти пару месяцев, и Хамаса больше не будет, я не уверен, что я смогу чувствовать себя в безопасности в своем же доме. И я не уверен, смогу ли я вернуться туда, чтобы жить там. Но со второй стороны, я думаю, что я должен буду вернуться туда, чтобы не дать им вот эту вот победу. И я не дам им сломить мой дух и дух моих друзей, которые точно знают, что они вернутся. Ну и, скорее всего, мы вернемся туда и будем восстанавливать. И делать нашу жизнь лучше. Если не будет нас, людей, которые живут там, они бы были сейчас в Бершеве, в Ашкелоне, в Тель-Авиве. Честно, я себя чувствую как бронежилет, который расстреляли, и просто на данный момент от правительства, что меня расстреляли как бронежилет и бросили в сторону. Но, честно, я не хочу давать победу группировке Хамас. Я считаю, что мы должны будем вернуться и отстроить заново, и показать им, что мы намного сильнее этого, что им нас не сломить. И мы будем более готовы к следующему разу. Надеюсь, что его не будет, но мы будем готовы к этому. Я думаю, что даже сделать мамады именно более защищенными, чтобы не надо было держать ручку, устанавливать специальные двери, обучать людей стрельбе и раздавать оружие, чтобы сделать именно вот тех людей, которые должны защищать кибуцы, сделать эту группу намного больше, с более эффективным оборудованием. Но я думаю, сейчас это не самое лучшее время, чтобы именно об этом думать, потому что сейчас самое главное — это поддерживать друг друга, помогать людям, которые именно нуждаются в этой помощи больше всего, потому что есть люди, которые полностью потеряли свои дома, люди, которые потеряли своих любимых, и мы должны быть вместе с ними на данный момент. Мы слишком надеялись на забор и на железный купол. Мы, скорее всего, не понимали, что вообще возможно, что дойдет до такого, что они смогут просто зайти в кибуцы. Мы надеялись на военные базы, которые были рядом, на эту стену подземную, что они не смогут. Но,
к сожалению, скорее всего, мы потеряли бдительность и слишком доверились вот этим внешним факторам. Но это не первая война в Израиле, не последняя, скорее всего, к сожалению. И я думаю, что мы победим, и что мы станем сильнее. И станем сильнее ради того, кого мы потеряли. Моя мама очень сильная женщина. Она не может сидеть на одном месте и просто ничего не делать. И она услышала, что в наш кибуц послали волонтеров, которые будут работать на коровнике. И так как эти люди не совсем знают работу и как и что делать, а она работала в этой сфере пару лет давным-давно, она захотела поехать и помочь. Потому что она очень любит животных и зверей. И она решила, что она сможет именно помочь намного лучше оттуда. И поэтому она съездила на недельку, обучила там ребят. И вернулась пару дней назад сюда. Вот, она там пробыла неделю, поработала, по 12 часов они работали. И сейчас она вернулась сюда и опять уехала фотографировать птичек. Она очень любит природу, и это то, что ей помогает справиться со всеми ситуациями. К моему большому счастью, у мамы именно в районе, там, где живет моя мама, там не было больших стычек. То есть у нас было где-то 3 района, где были самые большие, самые массированные стычки, где они прям заходили в дома, сжигали, стреляли по семьям. И вот, и очень повезло, что в районе моей мамы такого не было. Но то, что происходило у нас, я ей не писал. Я ей всегда писал, что у нас все нормально, типа, чтоб не волновалась. Но я подготовил сообщение именно, что я с ней прощаюсь. На всякий запасной, если я услышу, что они зайдут ко мне домой, что, типа, я ее очень сильно люблю, и она лучшая мама на свете. Вот. И повезло, что не пришлось ей это отправлять. Я это записал в блокноте, я его после того, как мы с ней опять воссоединились и уехали в кибуц Гвулот, всем кибуцам, я его удалил. Я не хочу вот это вот воспоминание в голове, что я там писал, именно как, потому что я сейчас на данный момент стараюсь тоже быть сильным для людей, которым нужна сейчас помощь. То есть я себе не даю сейчас сломаться, у меня даже не получалось поплакать по-нормальному. У меня еще вообще не получалось, если честно. Я вот жду того момента, когда меня сломит, я знаю, что он придет, но на данный момент есть люди, которым нужна поддержка, моя и моих друзей. Вот, и мы стараемся этим заниматься. Вот, кстати, самое, что мне запомнилось вот со всей этой обстановки, это когда вот нас именно вывезли из домов, ну, выселили. То есть не выселили, а вытащили из домов солдаты. Я до конца не понимал количество террористов, которые там были. А когда я вышел, я вот увидел именно эти горы трупов террористов. Вот прямо количество, которое... Ты понимаешь, что они просто пришли перестреливать нас всех. И вот прямо стало очень плохо. И потом еще, когда мы ехали именно из кибуца, нас вывозили в другой кибуц. И вся дорога, которая была заполнена машинами, горящими трупами, это тоже было ужасно. И такое чувство, что я был не в Израиле, а в какой-то стране третьего мира. И вот тогда я почувствовал, что внутри меня что-то в тот день умерло. Вот прямо сильно умерло. Я общался с психологами, которые тут были. То есть я слежу за собой, чтобы не было последствий в дальнейшем именно. То есть я общаюсь с людьми, которые занимаются именно этими всеми историями. И мне это тоже помогает. К большому моему счастью, я именно волонтировался в Ифуда Цара, это медики, и там тоже обучали отключаться от ситуации, в которой ты находишься, и работать. И это тоже мне очень сильно помогает. Как нас из дома вытащили солдаты, они попросили меня опознать несколько тел. Террористы это и наши. Потому что у меня именно есть подготовка, я видел уже такие ситуации, случаи в сфере именно медика. Поэтому я согласился, я опознал террористов, которые были застрелены в домах моих соседей. Но я бы не сказал, что я вижу какие-то там флешбеки или воспоминания от этого, потому что именно вот эта вот подготовка, отключение от ситуации мне очень сильно помогла. דניאל אחי, יש פה מלא תרנגולי הודו. זה שלכם, של מישהו חי מהקיבוץ עליהם. נראה שהם
ברחו מהלול שלהם. Я еще занимался вывозом зверей из кибуца. То есть я получал сообщения от людей. У нас там был специальный солдат, который кормил зверей и помогал нам со всякими разными просьбами поселенцев. Вот. И мы вот вытаскивали котов, собак. Еще парочку осталось, но их очень сложно поймать. И своего кота я вывез 2 дня назад. То есть нашелся, я ему объяснил, как его поймать, потому что он такой массивный кот, 10-килограммовый большой. Вот, и человек, который его там ловил, он сказал, что он не влезает в клетку для котов и принес большую клетку для собак, потому что он просто не смог его засунуть внутрь. Вот. И пару дней назад мы воссоединились с котом. Кота зовут Макс.